Можно также записывать файлы, используя функцию Open. Будем использовать функцию Open в Python, чтобы получить файловый объект для создания текстового файла. Можно применить метод write для записи данных в этот файл. В результате текст будет записан в файл. Мы можем создать файл example2.txt следующим образом. Используем функцию Open. Первый аргумент – путь к файлу. Он состоит из имени файла. Если у вас есть этот файл в вашем каталоге, он будет перезаписан. И файл каталога. Устанавливаем параметр режима мод на W для записи. Наконец, у нас есть файловый объект. Как и прежде, мы используем оператор with. Код запустит все в блоке отступа, затем закроет файл. Создаем файловый объект file1. Используем функцию open. Это создаст файл example2.txt в вашем каталоге. Используем метод write для записи данных в файл. Аргумент – это текст, который мы хотели бы ввести в файл. Если мы будем использовать метод write последовательно, каждый раз, когда он вызывается, он будет записывать файл. При первом его вызове мы напишем следующее: this is line A и /n, обозначающие новую строку. Во второй раз мы вызываем метод, который напишет this is line B. Затем он закроет файл. Мы можем записать каждый элемент в списке в файл. Как и прежде, мы используем команду with и функцию open для создания файла. Список lines состоит из 3 элементов, состоящих из текста. Мы используем for loop для чтения каждого элемента списка lines и передачи его переменной line. Первая итерация цикла записывает первый элемент списка в файл example2. Вторая итерация записывает второй элемент списка и так далее. В конце цикла файл будет закрыт. Можно установить режим mod на добавление, используя строчную букву A. Это не создаст новый файл, а просто использует существующий файл. Если мы вызываем метод write, он просто записывает в существующий файл, затем добавляет следующее this is line C. Затем закрывает файл. Можно скопировать один файл в новый файл следующим образом. Первое, мы читаем файл example1 и взаимодействуем с ним через файловый объект readFile. Затем мы создаем новый файл example3 и используем файловый объект writeFile для взаимодействия с ним. For loop берет строку из файлового объекта, читает файл и сохраняет ее в файле example3, используя файловый объект writeFile. Первая итерация копирует первую строку. Вторая итерация копирует вторую строку и так до конца файла. Затем оба файла закрываются. Пройдите лабораторные для большего количества примеров.